Привет. На ютубе полным-полно видео с такими заголовками. Английский за 3 месяца. Рабочая методика. Я выучил с нуля до разговорного. Сейчас покажу как. Или не совершай этих ошибок и заговоришь за полгода. И во всех этих видео рассказывают все самое лучшее, самое правильное, и каждый прав. Когда я выучил итальянский, а потом немецкий, я тоже точно знал, как надо учить язык. Но теперь я говорю на 6 иностранных языках на разном уровне. И в последние 2-3 года, когда меня спрашивают: «Сергей, как выучить иностранный язык? Какой способ наилучший?» Я не знаю, что ответить. Обычно я просто говорю о способе, который использую в данный момент, либо говорю то, что скажу сейчас. И люди мне не верят. А некоторые даже считают, что я просто хочу отвязаться от них. Поэтому заранее прошу прощения. Я годами искал лучший способ, экспериментировал, оптимизировал, читал статьи, слушал полиглотов, умных людей, обсуждал на форумах. А потом до меня дошло, когда я посмотрел назад на свой опыт. Нет лучшего способа, потому что работает любой способ, которого вы способны придерживаться. Повторю, работает любой способ, которого вы способны придерживаться. Что бы вы ни делали, если вы занимаетесь регулярно, все продвигает вас ближе к цели. Все пригодится, и поэтому никогда не воспринимайте чужие советы как жесткий шаблон. Шаблонов в изучении языков не существует. Есть только дорожные карты, от которых вы не сможете не отклониться. Потому что ваша ситуация уникальна. И зависит она от ваших способностей, потребностей, вашего образования и вашего предыдущего опыта. Мозг — это идеальная машина для изучения языков. Все, что в нее не загружай, на выходе получаешь новый язык. Разница только в потраченном времени и шансах на то, что продолжите обучение. Я свои языки выучил 5 разными способами. И сейчас, когда решаю выучить новый язык, у меня есть 4 «не хочу». Не хочу скакать галопом, как угорелый, пытаясь вбить в голову как можно больше информации, в надежде овладеть языком за полгода. А еще хуже, если за 3 месяца. Удовольствия скоростное обучение не приносит. Высокий риск перетрудиться, перегореть, плюнуть на все и бросить. Я так сделал довольно успешно с испанским, достигнув среднего уровня в понимании языка. Даже использовал его 2 месяца в работе с мексиканцами. Но потом бросил, потому что перегорел. Я не хочу тратить 10 лет жизни, чтобы выучить язык, как случилось в школе с английским, с упором на грамматику, упражнения. Хотя английский у меня самый лучший и самый сильный язык. Теперь я беру себе за цель выучить язык за 1,5-2 года, как это у меня получилось с французским и польским. Новый язык все равно останется с вами на всю жизнь, зачем торопиться? К тому же некоторые вещи невозможно выучить за 3 месяца. Просто потому что одно дело понимать, как правила работают, а другое дело правильно использовать их. Часто мозгу нужно время, чтобы усвоить новый навык. Не хочу тратить лишние деньги на преподавателей, пытаясь заговорить сразу, как с итальянским. Поэтому я всегда откладываю уроки на несколько месяцев вперед, пока не добьюсь хороших пассивных знаний. Для сравнения, я потратил $1600 на уроки итальянского и $500 на уроки французского, чтобы добиться того же уровня владения языком. Просто потому, что тратил занятия впустую на элементарные вещи, общение на базовом уровне, и с трудом понимал итальянцев, а с французами смог сразу стартовать с места в карьер и быстро добиться прогресса. Посмотрите, как я рассказываю об этом на французском с субтитрами. Я также не хочу тратить деньги на курсы, потому что почти все они бестолковые, и соотношение цена-качество слишком низкое в сравнении с самостоятельным обучением. Из платных приложений я использую только LingQ с 2019 года, но можно научиться и без него, или с альтернативными бесплатными приложениями, или с расширениями для браузера. У меня 2 главных причины, по которым я бросаю языки. Я испытываю слишком сильную боль от изучения, или если цели изучения языка не ясны, становится легко бросить.
Я заметил, что одной основной цели мне обычно недостаточно. Всегда нужна вторая или даже третья цель, чтобы внести элемент игры в изучение. Например, учить втихаря, не говоря никому, или учить на перегонки, когда кто-то сказал, что учит английский, а я вперед них учу немецкий. Или учить за свой счет, когда кому-то оплачивают обучение. Или чтобы стать полиглотом, потому что мне не хватало 5-го языка. Все эти цели, они несерьезные, дурацкие даже. Но я заметил, что дурацкая цель часто подталкивает продолжать. Когда основная цель дает слабину и как-то начинаешь лениться. Вторая проблема, которая меня вынуждает бросить, это боль. Чтобы вначале к языку было легко возвращаться, надо делать простые вещи. Слушать, а не говорить, читать, а не писать. Все хотят сразу говорить на языке, как будто это самое главное, хотя эта вещь абсолютно второстепенная. Просто сядьте и посчитайте, сколько времени в день, в неделю или в месяц вы говорите, слушаете, читаете и пишете. Подозреваю, что речь окажется на 3-м или 4-м месте. Потому что самое главное в языке – это понимать других людей и понимать сообщения. Это ведь работает в любой другой области. Сначала много лет учишься и начинаешь разбираться в теме, а затем потихоньку применяешь знания. В конце высказываешь свое мнение, а не наоборот. Поэтому выберите любой способ, который вам по душе и которого вы способны придерживаться первые 3 месяца. После этого оцените ваш прогресс. Если вы довольны, продолжайте так же. Если нет, вносите изменения. Я пытаюсь на начальном этапе все упростить. Слушаю, смотрю, читаю те же самые субтитры на YouTube. Выписываю и заучиваю интересные для себя фразы. Учу базовые 50 глаголов, их спряжения в простом настоящем времени, в простом прошедшем времени. Потом, через 3 месяца, если я выдерживаю начальный этап, мне становится понятно, что делать дальше и чего мне не хватает. Помните, что первые 3 месяца самые сложные, особенно первый. Потому что вы мало понимаете и ничего не умеете. Ваша задача уменьшить препятствия для изучения, чтобы было легко возвращаться к языку каждый день. Ну, если узнали что-то новое, ставьте лайк, комментируйте. Пока.